Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Так много вопросов, так мало ответов. Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему. Девятое место. Сколько же восторга было у Чонгука. Такой очевидный. Восьмое место. Совпадение или нет? Съемки фотобука проходили на Гавайях. Это поле на подветренном побережье находится среди знаменитого курорта Кулина Резорт с высококлассными удобствами, предлагающими чемпионатную игру в тропическом климате. Классический дизайн поля в курортном стиле Теда Робинсона извивается через ухоженный ландшафт с естественными и искусственными элементами, такими как фонтаны и водопады, окутанные тропической листвой, чтобы действительно напомнить вам, что вы играете в гольф в раю. Пышно-зеленый курорт Кулина Резорт – это фон, пока вы наслаждаетесь гольфом в раю. Награжден многими лучшими наградами за гольф от местных изданий, таких как Honolulu Magazine, как лучшее поле Оаху. Дизайн поля включает в себя множество водных преград и бункеров в середине фэрвея и окружающих гринов. Бесплатный транспорт до Вайкики и обратно можно забронировать за 24 часа заранее, вместе с вашим временем игры. Драйвинг-рейндж мирового класса, паттинг-грин и удобства для короткой игры. Кадры из Бон-Вояжа, когда участники были на Гавайях. Чонгук сказал: «Я хотел бы тут жить». Тэхён спросил: «Хочешь тут жить? Со мной?» Чонгук ответил: «Да». Забавно, что Тэхён в своем личном фотобуке использовал кадры именно с этого места из множества всех, доступных на Земле. А ведь Тэхён тот человек, который никогда и ничего не делает просто так. Знал ли он, что армии проведут эту параллель? Думаю, что да. Он словно запечатлел на кадрах то, что дорого обоим. Когда хотел без палева подойти к парню, но ваша нянька внимательно бдит. Надписи на вещах Тэхёна. «Заткнись, никого не волнует, что ты думаешь». Свобода личности. Занимайтесь любовью, а не войной. Занимайтесь своим делом. Громкий. Чонгук 2 раза внезапно заканчивал свой эфир без обычного долгого прощания. Первый, когда Тэхён попросил его завершить трансляцию, чтобы они могли поговорить наедине. Второй, когда Тэхён попросил его провести с ним прямой эфир в Инстаграм. Приоритеты. Помните этот эфир. Тэхён его тоже смотрел, кстати. А Чонгук, возможно, купил тогда 2 пижамы. А что это за пижама на фотосессии у Тэхёна? Тонко, очень тонко. Напоминаю, пижама прозрачная. Седьмое место. Просто Чонгук, который улыбается, потому что его любимый Хён смеется.
Шестое место. Поведение пары. Тэхён был прав, когда сказал «участники» и Чангук. Ровно 7 лет назад Тэхён и Чангук устроили вечер кино, чтобы посмотреть в прямом эфире дораму «Прорвемся» с участием Пак Сэджуном в главной роли. Тэхён выложил свою фотку и подписал: «Пожалуйста, начните трансляцию быстрее. Слишком много людей ждут». Затем Тэхён выложил спящего Чангука, который заснул в комнате Т, ожидая, пока начнется транса. Кто-то уснул во время ожидания. В ожидании серии Тэхён спамил. Позже Тэхён опубликовал, на котором кормит спящего Чангука картошкой фри и испачкал его футболку соусом. Было очень трудно сдержать смех. Умиляет то, что Тэхён смотрел дораму своего друга вместе с Чангуком, и они провели весь вечер вместе. Ой, тигренок ускользнул сквозь лапки Чангука. Затем Чангук побежал к нему снова. Пятое место. Чангук, и мы видим. Наши отношения не для камер. Подумали в Big Hit и не стали включать момент посещения Чангуком магазина Сейлен и покупку толстовки мужу вчерашнюю праздничную бомбочку из Катара. Понимаю, Big Hit, правда слишком неудобная. Четвертое место. Забота. Можно обнять руками, нежными можно словами, но лучше гораздо душевным окутать теплом. Это все побочки счастливой семейной жизни. Для Чангука накормить своего парня – это святое. Третье место. Новости. Новая реклама Кауи с Тэхёном замечена в Петалингджае, Малайзия. Эти вот такие милые глазононьки в паре с замерзшим красным носом делают Чангука буквально мини-крошечкой. Неизданные ранее фотокарточки из Beyond the Stage. Когда ты по жизни не типичная леди, а абсолютный Тэхён с этого видео. На южные регионы Кореи обрушились рекордные проливные дожди, в результате которых погибли 4 человека, а 1 пропал без вести. Сегодня с раннего утра в провинции Чоло-Пукто прошли сильнейшие проливные дожди.
Это стало самым большим количеством осадков, выпавших за час, официально зарегистрированным по всей стране. Тэхён как вино, с каждым годом все лучше и лучше. Наслаждайтесь новой порцией красоты от нашего Мишки. Когда очарование Тэхёна на максимуме, и Чангук не может устоять. Аутфиты Тэхёна из Type проданы. Факелоносец Джин сегодня вылетел в Париж. Compose Coffee собирается открыть свой второй магазин в Сингапуре. По данным отраслевых источников, 11 числа оно пройдет в сингапурском торговом центре One Raffles Place. Есть возможность расширения на Японию, Италию и другие страны. Влияние Тэхёна. Тем, кто осмелился мечтать, даже когда это казалось невозможным. Сегодня отмечают дату 2500 дней со дня рождения Йинтона, маленькой таблеточки счастья Тэхёна. Я залип на это видео Чангука. Было снова опубликовано закулисное видео живого концерта Тэхёна, проходившего в Каныне, что еще раз порадовало поклонников по всему миру. На официальном YouTube-канале группы было выпущено видео под названием «Все потрясающе» от удивительного путешествия до полного промоушена. В сентябре прошлого года Тэхён превратился в неизвестного певца в Каныне и провел мероприятие, на котором неожиданно появлялся перед небольшой аудиторией. Приглашенный загадочным человеком, который носил кукольную маску и пел вживую в течение 20 секунд. Тэхён, который сел на поезд в Тэкс, направлявшийся в Канын, впервые за долгое время выразил любопытство по поводу поезда, на котором он ехал, сказав: «Вам действительно не нужен билет на этот поезд». Затем, когда поезд уже отправлялся, он выглядел взволнованным и сказал: «Я давно не ездил на поезде. Очень медленно». Это так. Тэкс – очень быстрый поезд. После небольшого одиночного путешествия, наблюдая за пейзажем за окном, Тэхён прибыл в джаз-бар в Каныне.
Тэхён активно выражает свое мнение, начиная с этапов планирования и составления композиции, а также подготовки контента вместе с производственной командой. В этот день джаз-бары посещают разные люди, в том числе студенты и любители. Они думали, что это выступление нового певца, но когда перед ними появился Тэхён, все удивленно зааплодировали. Тэхён совершил выступление на высокой ноте, исполнив вживую свои сольные песни «Slow Dancing» и «Love Me Again» так же безупречно, как на компакт-диске. После шоу Тэхён зашел на рынок в Каныне и купил хоток. Когда владелец магазина хоток сказала: «Ты знаменитость», Тэхён почувствовал себя неловко и сказал: «Нет, я не знаменитость». Тэхён, погруженный в шумную рыночную атмосферу, широко улыбался и веселился. Магазин хоток и пекарни кофейных зерен на рынке Канэн-Чунган, который, как сообщается, посетил Тэхён, теперь стали популярными местами для посещения, и их все чаще посещают фанаты. Кинки Ким Тэхёна, мускулы Чангука, ушки Чангука, кормление Чангука, сам Чангук. Самые продаваемые альбомы солистов-мужчин в Circle Chart. Новые фоточки от Бимиседа Кукв. После этого ролика еще больше скучается по ним вместе. Музей Грэмми откроет выставку совместно с Hype, на которой будут представлены экспонаты BTS и других групп лейбла. Музей Грэмми скоро откроет свою первую полноформатную выставку поп в рамках инициативы по изучению музыки, культуры, технологий, фандома и бизнеса, стоящих за корейской поп-музыкой. Музей сотрудничает с Hype, южнокорейской развлекательной компанией, стоящей за сенсацией кей-поп BTS и бесчисленным количеством других международных исполнителей, чтобы предоставить посетителям подробное представление о составе компании и о том, как они развивали ландшафт кей-поп. Артефакты, представленные на площади 4000 квадратных футов, никогда ранее не выставлялись в музее, за исключением нескольких предметов гардероба и костюмов BTS. Экспонаты представляют 78 звезд поп, известных как айдолы, и включают наряды, в которых они снимались в известных концепт-фотографиях и музыкальных клипах, таких как Yet to Come группы BTS и другие. На выставке можно будет увидеть 3 книги из личной коллекции основателя Big Hit Ban Shi-hyoka, корейские копии книги Германа Гесса Демьян, история детства, вдохновившая BTS на создание альбома Wings в 2016 году. «Искусство любить» Эриха Фромма, послужившее основой для серии альбомов Love Yourself. «Карта души» Юнга Мюррея Стайна, послужившая основой для серии альбомов BTS Map of the Soul. Это будет одна из самых больших экспозиций, когда-либо созданная музеем. Она займет весь 3-й этаж, сказал агентству президент и генеральный директор Грэмми Майкл Стика. По словам Стика, на выставке будет также проходить постоянный интерактивный формат Mono to Immersive, чтобы продемонстрировать эволюцию технологий записи.
На этот раз они включат исполнение BTS своего хита «Butter» на Грэмми 2022 года, что позволит посетителям посмотреть выступление и почувствовать, как бы оно звучало, слушая его с использованием технологий 1920-х годов и так далее, вплоть до наших дней. Главный исполнительный директор HYBE Ким Тэ-хо надеется, что выставка понравится фанатам кей-поп и HYBE, тем, кто интересуется музыкой и хочет узнать больше. По его словам, компания стремится познакомить посетителей с агентством, а также продемонстрировать путь, который они прошли в мировой музыкальной индустрии и на мировом рынке. Его эти движения рукой. Rainy Days Тэхёна заняла 101-е место на iTunes по всему миру. Эти ушки. Нет ни одной пары в мире, способной переплюнуть этот двойной шквал харизмы и красоты. Его профиль. У Тэхёна не было шанса не влюбиться. Какую классную фотку я откопал! Профессиональная танцовщица и хореограф Тиффани Би о Чангуке. Он, безусловно, лучший исполнитель и танцор в BTS. Вот почему он является центром. Его сценическое поведение настолько мощное, в отличие от любого другого артиста. Если не считать главного вокалиста, это самая важная позиция. Вот почему их хореограф сказал: «Чангук самый талантливый», и выбрал его как единственного, кого привезли на тренировку в США, потому что он увидел, что у него самый большой потенциал. Вот так выглядит весь фотобук Тэхёна. То самое выражение лица Чангука.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Второе место. Это так интимно. Как же Тэхён тогда Чонгука обхаживал? И это от Тэхёна. Ох, чувствую, получил Тэхён от Чонгука столько поцелуев наедине, чтобы больше не провоцировал на камеру. Простите, а здесь занято? Хотя это уже не важно. Они были так счастливы в этот день. Первое место. Реакция Чонгука на слова Тэхёна. «Я женюсь на участниках группы». Язык любви Тэхёна наглядно. Когда Чонгук заставляет Тэхёна нервничать и смущаться. For Youth не перестает меня волновать, несмотря на 2 прошедших года. Видеть, как Чонгук и Тэхён получают истинное удовольствие, прикрывая с трепетом и наслаждением глаза во время исполнения партий друг друга. Это самое прекрасное явление на свете. Кстати, финальная часть песни принадлежит идее Тэхёна, и он закончил ее невероятно чувственно, реакцией Чонгука тому подтверждение. Тэхён однажды сказал, что в For Youth есть нечто такое, что заставляет таять его сердце, и этим она ему очень нравится. Он может не говорить, что именно его вдохновляет, его действия все скажут за него. После премьеры выступления он опубликовал тот самый отрывок с вокалом Чонгука у себя в Instagram, на котором он терял связь с землей на предзаписи. Извините, я не выдерживаю. Прикосновение – это лучший способ сказать «я люблю тебя». Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.